Всем привет! И все началось с того, что я решила немного рассказать о себе. Меня зовут Маша, мне 22 года, и я не замужем. У меня около 20 татуировок, и многие из них абсолютно не имеют никакого смысла. Я родом из Крыма, и самый часто задаваемый вопрос — это то, какой у меня рост. 150 сантиметров. Вес 43 килограмма 30 грамм, и по образованию я жокей и тренер-наездник. Интересный факт, что я совершенно не умею следовать четкому плану, и это видео будет служить самым главным доказательством. Я люблю проводить время сама и всегда не против выпить пиво. Раньше я думала, что я экстраверт, но исходя из 22-летнего опыта поняла, что это не совсем так. И я всегда была убеждена, что одиночество для меня абсолютно не страшно. Жить самой, без людей рядом, в своем личном пространстве, без отвлекающих факторов. Создавать и делать только то, что ты захочешь. И до сих пор я нахожу в этом спокойствие и умиротворение. Но вот только недавно я задумалась, что оно мне не страшно, потому что я почти никогда не была по-настоящему одна. За 22 года я обзавелась действительно большим количеством друзей, и их присутствие ощущается даже тогда, когда мы за тысячи километров друг от друга. Да и с интернетом понятие одиночества немного изменилось, ведь мы всегда можем найти компанию в вымышленных мирах за экраном телефона или просто созвониться со своими родными. Поэтому я всегда знала, что даже если погрязну в этом одиночестве, то смогу быстро вернуться. Но как бы много друзей у нас не было, каждый из нас на своем жизненном пути рискует запутаться в своем сердце и сознании, потерять ту грань реальности и бреда разума. Каждый проходит тяжелые периоды, я это знаю. В подростковом возрасте я столкнулась с так называемыми проблемами, которые сильно отразились на моем ментальном состоянии. Я страдала сонными параличами и другими проблемами со сном, из-за чего не могла нормально спать примерно 3 месяца. Помимо этого, я мучила свое тело голодовками, и большую часть времени я проводила в своей комнате, лежа прижавшись к стене, слушая одни и те же скачанные песни, которые давали мне спокойствие. Интернета, как и денег на другие нужды, у меня не было. И это был тот период, когда я была одна. И жила я одна в квартире, в комнате с перегоревшей лампочкой. Девочки уехали в другой город, а семья жила в больнице. И тогда я почувствовала весь спектр одиночества, смешанный со стрессом для тела и мозга. И жить в этом было очень сложно. Но с тем, как меняется зима и лето, день и ночь, сменяются периоды нашей жизни. И рано или поздно все налаживается. Ночь часто усиливает наши тревоги, делает наши страхи громче, но с первыми лучами солнца все меняется. Темные мысли теряют свою силу и становится легче дышать. И если человек желает исцеления, утро поможет пережить все то, что случилось ночью, и смыть с нас всю кровь. Утро все обнуляет и спасает меня от тревог. Она как тонкая грань между прошлым и будущим. Момент, когда ты можешь выбрать, что взять с собой, а что оставить позади, во вчерашнем дне. Оно приносит спокойствие и ощущение себя настоящей, поэтому я так сильно его люблю.